Всем привет, друзья! Сегодня я сделаю, пожалуй, один из самых полезных инструментов для мастерской. И за основу я возьму ставший уже классикой в самоделках двигатель от старой стиральной машины на 120 Вт и 2800 оборотов, который используется в центрифуге. И чтобы вас долго не интриговать, это будет мини-гриндер для мастерской. Так что, если вам интересно посмотреть, как же своими руками сделать данный инструмент, погнали! И начну я, пожалуй, с изготовления роликов. Делать буду самым простым и распространенным способом – из обычной фанеры. Для ведущего ролика буду использовать коронку на 102 мм. Заряжаю ее в дрель и пошла жара. Работа пыльная, но приятная. А вот и первый блин. И, кстати, не комом. Но дальше уже все как по накатанной. Блин за блином. Теперь полученные заготовки нужно немного отшлифовать для более плотного прилегания друг к другу. Все детали отшлифованы и можно начинать склейку. Делаю это обычным клеем ПВА. В принципе, здесь подойдет практически любой клей. Получившийся пирог из фанеры нужно плотно сжать. Можно использовать струбцину, тиски или, как в моем случае, пресс. Пока ведущий ролик сохнет под прессом, перейдем на ведомый. Здесь я буду использовать коронку на 64 мм. Проделываем такую же операцию, как и с ведущим, вырезаем 9 заготовок. Заготовки высохли, и для пущей надежности я решил стянуть их саморезами, предварительно сделав отверстие на 3 мм. А теперь немного нашей любимой токарки. Нужно малость подровнять и отшлифовать заготовки. Кстати, друзья, данную операцию можно проделать и без токарного станка. Установить ролик на двигатель и отшлифовать его при помощи наждачной бумаги разной зернистости. После обработки получаем практически готовый ролик. Осталось только сделать отверстие нужного диаметра. Для крепления ролика на вал двигателя я подобрал отрезок трубы нужного диаметра. В данном случае внутренний размер 14 мм. Нарезаю резьбу М5, сюда будет выворачиваться винт для фиксации ролика, и варил отрезок резьбы М12. Вот так все получилось в сборе. В самом ролике сделал отверстие на толщину трубки, примерно на половину ролика. Оставшаяся половина будет 12 мм. В ведомом же ролике сделал посадку под подшипник. Все это можно было сделать обычным перьевым сверлом за неимением станка. Теперь небольшой лайфхак от меня. Берем шовный герметик, либо стекольный клей и наносим на уже готовый ролик. Запускаем двигатель, или как в моем случае станок, и прижимаем все это дело шпателем. Герметик равномерно распространяется по ролику, тем самым создавая защитный слой и впоследствии улучшая сцепку с наждачной лентой. После высыхания получаем вот такие симпатичные ролики. На первый взгляд даже не скажешь, что они из фанеры.
Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне будет интересно выслушать ваше мнение. Ролики готовы и можно заняться изготовлением станины. За основу я взял отрезок листового металла толщиной 8 мм и размерами 310 на 220. На эту площадку нужно установить двигатель стиралки. Для этого от 63 уголка отрезаю две заготовки по 130 мм. Полученные заготовки кладу на площадку, туда же и движок для разметки под крепежные отверстия. После все это дело керню, сверлю отверстие диаметром 6 мм. Делаю предварительную примерку. В одном из креплений решил сделать вырез, для того чтобы болт фиксации ролика не цеплялся за уголок и крепеж плотно прилегал к движку. Но я думаю, вы меня поняли. Крепление установил на движок, и теперь можно сделать разметку его к основанию и приварить. Делаю несколько прихваток, затем все еще раз перемеряю и только после этого окончательно обвариваю. После сварки решил немного пройти щеткой, хуже не будет. Теперь от профильной трубы 40 на 40 отмеряю 300 мм и отрезаю. Такой же размер делаю и с трубой 30 на 30. Позже вы увидите, для чего эти трубы, но я пока займусь изготовлением механизма регулировки. Удлиненную гайку нужно приварить к отрезку толстого листового металла. Я использовал 10 мм. Гайку предварительно проточил, но это можно и не делать. После того, как гайка приварена, нарезаю резьбу М10 для фиксации ведомого ролика. В общем, вот что у меня получилось. На все ушло две удлиненные гайки. Узел получился разборным и с минимальными люфтами. В случае необходимости болты всегда можно заменить. Вот так работает данный механизм регулировки ленты. Но теперь небольшая черновая примерка. Кстати, в качестве натяжителя я использовал мебельный газовый амортизатор. На мой взгляд, он дает более плавное натяжение, нежели пружина. И да, я не показал, как варил профтрубу 40 на 40, но я думаю, здесь все понятно. Немного увлекся. А вот так я решил сделать упорную площадку под ленту. 63 уголок и отрезок профильной трубы 40 на 40. Подгонял все по месту, поэтому размеры не записал. Для столика буду использовать листовой металл толщиной 8 мм. Ширину стола решил сделать 80. Думаю, этого будет вполне достаточно для моих целей. В 40 трубе длиной 120 мм нарезаю отверстие диаметром 10 мм. Это будет основание под столик. Получилась вот такая вот конструкция, на которую теперь нужно приварить стол. Ну вот, с основания практически все. Остались небольшие доработки, такие как нарезание резьбы для установки ножек и крепление под кожух. Кстати, кожух буду делать из корпуса от старой стиралки. Отмеряю полосу шириной 130 мм и отрезаю. Получаю вот такую вот заготовку. Ну а дальше дело техники. Тиски, столб и так далее. Все комплектующие к сборке гриндера готовы и можно приступать к покраске. Хотя краска и поржавчине, но все равно предварительно все хорошенько обезжириваю. Крашу все заготовки и оставляю сушиться на ночь. После покраски наступает самый мой любимый этап, это сборка. И здесь комментарии, я думаю, будут излишни. Смотрите сами, как это было.
Друзья, вот такая красота у меня получилась. Сейчас попробую заточить сломанную отвертку. Посмотрим, на что способен этот малыш. С этой задачей он справляется без проблем. А теперь заточим сверло. И здесь все отлично. Кстати, сломанное сверло теперь можно заточить за считанные секунды. В общем, ребята, пока я монтировал ролик, я переточил все, что можно было заточить дома и в гараже, и остался очень доволен своей самоделкой. Друзья, вот такой классный станок из обычного двигателя стиральной машины у меня сегодня получился. Так что жду от вас конструктивной критики. Ну и конечно, лучшей наградой для автора это будет лайк и подписка на канал. Ну и еще не забывайте делиться данным видеороликом со своими друзьями. У меня же на сегодня все. Всем удачи. Пока.